Честно говоря, я всегда любил пятницу. Как минимум за то, что это последний день рабочей недели, а значит впереди целых 2 выходных. Но благодаря дневнику разработчиков Genesis я полюбил пятницу еще больше. Сегодняшний выпуск эксклюзивный, оригинальный и очень интересный. Сегодня мы будем говорить о западной стене. И не только говорить, я ее вам сегодня продемонстрирую. Сразу скажу, полный геймплей уровня я показывать не буду. Во-первых, об этом просили сами разработчики. Во-вторых, демонстрация игрового процесса данного этапа будет доступна на странице Ironhide в Steam. Трансляция будет идти все выходные в режиме непрерывного повтора, поэтому каждый желающий сможет посмотреть на западную стену в любое удобное время в полном объеме. Но провести краткий обзор и высказать свое личное субъективное мнение я имею полное право. Почему именно западная стена, спросишь ты? В качестве награды за 80к добавлений игры в виш-лист каждый из нас мог проголосовать за то, какой этап Ironhide покажет следующим. И явным победителем стал 4-й этап игры под названием Западная стена. Западная часть Линерии граничит с широкими степными просторами бесплодных земель, страдающими от долгой беспощадной засухи. Там, за пределами королевства, живут орки. Поскольку их родные земли превратились в пыль, главы кланов приняли решение продвигаться на восток в поисках лучших пастбищ. К несчастью для орков, эти лучшие пастбища принадлежат Линерии. Дабы сдержать набеги этих зеленых вонючек, король Динас-старший приказал построить огромную оборонительную стену, отделяющую королевство от западных степей. Для такой масштабной работы были приглашены лучшие каменщики тех времен. Дворфийские инженеры разбили лагерь в горах, добывали камень и возводили стену кирпичик за кирпичиком, блок за блоком. К тому времени, как прибыли Геральт и его отряды, орки уже виднелись на горизонте, желая прервать работы по строительству стены. Первое, на что я обратил внимание, это мирно отдыхающие по углам прямиком из Ведженса звероботы и стоящие рядом бронированные мехакостюмы с молотом и дрелью. В более ранних выпусках дневника разработчики упоминали, что добавили в игру множество отсылок к другим частям франшизы. К тому же, в самом начале нам указывают на уровневую башню. А еще демонстрируют мощь и силу первых 3 заклинаний в виде знакомых по классике подкрепления и метеоритного дождя, а также призыв на помощь самого Динаса-старшего, который, судя по всему, временно увеличивает скорость и дальность атаки, а возможно и урон рядом находящихся башен. Это походу у Денисок семейное. Ну и конечно же, куда без отсылок на известные видеоигры. На 3-й волне на одной из вагонеток выкатывается Стив, игровой персонаж франшизы Майнкрафт, и благополучно застряет. Кто бы сомневался. Думаю, пару кликов мышкой помогут решить эту проблему. Будем проверять уже в процессе игры. Что мне особенно понравилось, это максимально удобная механика перемещения героев и союзных юнитов. Блин, как же этого не хватает в первых частях франшизы. В процессе прохождения нам полностью раскрывают и показывают характеристики еще одной артиллерийской башенки под названием Дворфийский кулеврин. И вот только не надо ржать и прикалываться. Я гуглил. Так реально раньше называли длинные средневековые пушки. Арта довольно дорогая, но при этом обладает высокой скорострельностью, приличным уроном и шикарнейшим дизайном. Хотя, думаю, сидящий за штурвалом гном со мной бы поспорил. При каждом выстреле его так трясет, что, думаю, под конец рабочего дня домой он не идет, а прыгает. На 7-й волне нас ждет неожиданный поворот. На стене показывается хитрый гоблин с подожженным динамитом. Знакомая, кстати, сценка из гномьего DLS Kingdom Rush Alliance. И как мы уже знаем, динамит в лапах гоблина ни к чему хорошему не приводит. Так и тут. Этот мелкий засранец поджигает ящик с динамитом и подрывает к чертям западную стену, открывая ход своим племенным собраниям. И атмосфера на игровом поле еще больше накаляется. Хотя, справедливости ради, судя по закрытым точкам и по прокачке башен, с экономикой в игре все в порядке. Что значит, ныть по этому поводу я буду меньше. Но вот что немного расстраивает, это темпы прокачки героев. За весь уровень мы совсем чутка качаем шкалу Геральда и со скрипом улучшаем Зефирку на 5-й уровень.
Как по мне, идеальным решением, дабы избежать бесконечных повторных прохождений одних и тех же уровней для повышения характеристик героев и башен, был бы бесконечный режим, где, как по мне, всегда интересно играть. Хорошая была бы площадка для выгула героев и башен. На сегодняшний день нам показали уже 2 полных уровня. Тайную Академию Магии и вот теперь Западную Стену. И если на первой демонстрации у меня было много вопросов и сомнений, то сейчас мне прям очень нравится. И я с нетерпением жду возможности уже лично поиграть в Kingdom Rush Genesis. Высокая динамика игры, прорисовка и детализация карт создают потрясающую атмосферу. Даже новый интерфейс и оригинальный дизайн некоторых башен со временем завораживают. Не буду сильно очаровываться, чтобы потом не разочаровываться, но как по мне, потенциал игры все ярче и ярче вырисовывается. С нетерпением буду ждать дальнейших новинок от Ironhide из мира Genesis. Ну а на этом, друзья, я буду заканчивать. Берегите себя и да пребудет с вами сила. Всех обнял.